Всем привет! С вами я Нина и проект «Дикое полевание». С вашей помощью мы продолжаем срывать маски и подсвечивать тех, кому пока удается избежать честного суда. Для начала напомню, что ни одно деяние карателей не должно остаться незамеченным, поэтому если вы что-то знаете о тех, кого мы случайно забыли, несправедливые решения, давление, увольнение и многое другое, то пишите нам. Мы все сохраним и в нужный момент представим доказательства публике. Ссылка в описании. А сегодня мы продолжим рассказывать о тех, кто должен был защищать букву закона, но вместо этого... Да-да, вы сами знаете, что они делают. В общем, речь пойдет о прокурорах. Госслужащих, в чьи обязанности входит а. надзор за исполнением законов в расследованиях и б. соответствие закону решений судов. Именно прокуроры должны независимо оценивать дело перед направлением в суд. И именно им очевидны все белые нитки и кровавые пятна на томах уголовных дел. Все выбитые показания, подброшенные улики, неправильно оформленные документы, сделанные задним числом запросы – все это прокуроры видят и закрывают на это глаза. Кроме того, именно прокуратура должна была проводить проверки по случаям массовых пыток и нарушения закона правоохранителями в августе 2020 года. Но что они сделали? Правильно, ничего. Так что те, кто уклонился от своих прямых обязанностей, попадают как минимум под статью 425 УК РБ «Бездействие должностного лица» до 7 лет лишения свободы. А пока предлагаю посмотреть на первую партию прокурорских и по совместительству фигурантов будущих уголовных дел. Начнем с руководства. Деско Геннадий Иосифович, заместитель генерального прокурора РБ, государственный советник недоюстиции 3-го класса. Этот достопочтенный и мордастый чин известен тем, что отдавал приказы о возбуждении уголовных дел в отношении Сергея Тихановского. Среди прочего, Деско также засветился в деле Романа Бондаренко. Пропаганда тогда все силы бросила на очернение убитого. Одним из мифов стало то, что Роман якобы был пьян. И об этом не побрезговал публично заявить наш фигурант Деско в пропагандистском фильме «О зверенка». Он же участвовал в возбуждении уголовного дела в отношении врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич. За эти и другие заслуги он получил от Лукашенко звание заслуженного юриста. Ну, что тут скажешь? Какой режим, такие и юристы. Второй фигурант – Гиргель Сергей Сергеевич, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции. До выборов был известен тем, что выступал гособвинителем по неоднозначным делам, которым было приковано внимание сверху. Просто как пример. В 2009 году расследовалось дело об убийстве. Обвиняемого оправдали. Но родственники убитой не согласились с решением суда и дошли до администрации президента. Там главный криминалист страны всего за сутки рассмотрел материалы и приказал возбудить дело повторно. Результат – приговор к 21 году лишения свободы. Гособвинителем был как раз Сергей Гиргель. Сразу оговорюсь, я не утверждаю, справедлив был вынесен приговор или нет, но это лишь яркий пример ручного правосудия, где вердикт как бы предполагается заранее. После решения Луки виновен, силовики и юристы будут только подгонять желаемое под действительное. Это же потом им пригодилось в сотнях политических дел. Теперь о том, почему Гиргель оказался в нашем выпуске. Он был гособвинителем по делу Белгазпромбанк, где запросил для Виктора Бабарика 15 лет лишения свободы. И, как мы помним, Виктор Дмитриевич получил 14 лет. И в чем нюанс? Белгазпромбанк и его работу годами проверяли под микроскопом. Банк проходил все проверки и был на хорошем счету. Но стоило Бабарика пойти на президентские выборы и стать самым популярным кандидатом, дело состряпали в кратчайшие сроки. И прикрывал в суде это безобразие именно прокурор Гиргель. Так что непримиримый борец с коррупцией сам стал ее частью, причем в наихудшей форме – в избирательном правосудии и расправах над неугодными. Ну что ж, деятельность таких ручных юристов не останется без внимания. И последний фигурант на сегодня – Нечипорук Тимофей Сергеевич, помощник прокурора Центрального района Минска, типичный представитель молодой поросли в правоохранительной системе, где за грязную работу берутся недалекие и беспринципные, с желанием выслужиться. Нечипорук выступал гособвинителем в ряде дел и отправил за решетку или на химию немало простых людей. Например, история 45-летнего минчанина Алексея Муравицкого. Как рассказал на процессе Алексей, 9 августа он ожидал на лавочке результатов выборов возле своего избирательного участка. К нему обратился незнакомый мужчина с просьбой помочь на участке, так как там не пускают независимых наблюдателей. Муравицкий согласился. Он зашел в школу, где уже было около 40 возмущенных людей, и предложил написать коллективное заявление в Центр избирком о недопуске независимых наблюдателей. Через пару минут прибыл ОМОН и задержал несколько человек, в том числе и Муравицкого. Муравицкий вышел из ЗВС сильно избитым. 16 августа Алексей вышел на марш и показал полученные синяки. Протестующие написали ему на спине «Всех не убьешь».
И так он стоял у здания КГБ. За это и еще одну акцию, махал флагом на крыше своего автомобиля, его на год отправили в колонию. Понимаете? Год колонии за то, что тебя самого избили, когда ты пытался защитить свои законные права. И похожих эпизодов в биографии Нечипорука немало. Видимо, паренек и рад стараться, думает, что начальство оценит, и что он будет полезен всегда. Только вот конъюнктура меняется, и именно такими мелкими сошками жертвуют, когда что-то идет не так. В подтверждение исторический пример. Речь пойдет о временах СССР и первом прокуроре Москвы Андрее Филиппове. Молодой активист комсомола в годы гражданской войны пошел добровольцем в Красную армию, подавлял кронштадтское восстание. Далее работал в комиссии по изъятию церковных ценностей, а затем в прокуратуре в разных должностях и регионах. И, судя по всему, успешно. Всего за 28 лет его назначили прокурором Москвы в 1932 году. Мы понимаем, как велись дела в то время. Советская власть штамповала дела о заговорах и вредительстве с пулеметной скоростью. Показания выбивались с пытками. Обвиняемые оговаривали сами себя. Филиппов, будучи прокурором, не мог не знать об этом. Коллеги описывали его как умного сотрудника, хорошего юриста. Но все же он продолжал верно служить системе, клеймя классовых врагов и требуя расстрелов. Он, Филиппов, думал, что ему все можно, ведь жена тогдашнего главы НКВД, Генриха Ягоды, была его заместителем. Но история рассудила иначе. Ягоду арестовали. В 1937 году следом начали раскручивать дело юристов. Начались чистки прокурорских и судебных работников. Среди них оказался и Андрей Филиппов. На следствии он давал фантастические показания. Он признался, что был участником контрреволюционной организации и лично создал 3 боевых группы для совершения терактов. Причем одна группа состояла из прокуроров, вторая из судей и третья из адвокатов. Естественно, Филиппов все это рассказал под пытками. По свидетельствам сокамерников, после допросов его приносили в камеру лечь живого. Интересно, думал ли он, как юрист, что следствие ведется незаконными методами и что надо подать жалобу? В любом случае, мы об этом уже не узнаем. В 1938 году экс-прокурора приговорили к расстрелу. Судебное заседание продлилось целых 20 минут. Ни на что не намекаю, но рекомендую нынешним прокурорским работникам ознакомиться с его историей повнимательнее. Может, хватит мозгов провести параллели. Кстати, а знаете ли вы, что произошло с первым прокурором БССР? Пишите в комментариях. До новых встреч! Скоро увидимся!